Как найти решение нерешаемой задачи? Порой нам кажется, что из сложившейся ситуации просто нет выхода, что все давно придумано и вообще ничего нового уже нельзя изобрести. Но так ли это на самом деле? Разделяют ли данную точку зрения ученые и инженеры, подарившие нашему миру тысячи различных экспериментов? Конечно, нет. Такая точка зрения, вызванная окостенелостью нашего мышления, формируется в результате череды неудач, накопленного негативного опыта и отсутствия последующих попыток докопаться до истины, до результата. Причем все эти неудачи и весь этот самый негативный опыт может быть даже не нашим, а взятым со стороны. Но хорошая новость заключается здесь в том, что со всем этим можно бороться. Взять за правило, что нет ничего невозможного, что решение есть всегда и что для гибкости мышления нужно просто постоянно учиться и всегда решать хотя бы те задачи, что ставит перед нами наша жизнь. И сразу пример одной из таких. В одном из международных аэропортов Америки, это реальная история, возникла проблема с выдачей багажа. Все дело в том, что здание аэропорта было небольшое и вмещало в себя всего один терминал выдачи багажа. И из-за частоты рейсов на этом терминале часто образовывались пробки, давки из пассажиров, что, конечно же, не могло им нравиться. Руководство аэропорта предприняло ряд попыток ускорить процесс выдачи багажа за счет увеличения технических проемов соответствующей техники. И это позволило им выиграть 25 минут времени. Но, к сожалению, для решения проблемы этого оказалось недостаточно. И вот что делать в этой ситуации? Как быть? Как поступить? Вот повлиять на расписание рейсов у нас возможности нет. Самолеты как прилетали, так и будут прилетать. Значит, решение должно быть где-то в другом месте. При этом в идеале, как это бывает, оно должно быть совершенно для нас незатратным. Подумай, какое решение можно предпринять, и напиши его в комментариях. А в конце видео я расскажу о том, как решили данную задачу на самом деле, причем не потратив ни рубля. Сегодня я хочу рассказать тебе о теории решения изобретательских задач, об алгоритме, выявленном на основе тысячи изобретательских патентов, позволяющим каждому стать изобретателем. ТРИЗ появился в Советском Союзе. И как оно часто в то время было, не во благо, а вопреки. Ее автору Генриху Альтшулеру пришлось пройти в буквальном смысле сквозь тернии, тюремные лагеря и многое-многое другое, чтобы в конечном итоге мы с тобой могли пользоваться тем благом, что он оставил для всех нас. ТРИЗ резко ускоряет процесс поиска инновационных решений и существенно повышает вероятность нахождения решений сложных задач абсолютно всеми, кто только в состоянии освоить ее инструмент. ТРИЗ строится на двух основных идеях. Развитие системы происходит через обострение и разрешение противоречий. И вторая идея – все технические системы развиваются по объективным законам, которые можно изучить и использовать. ТРИЗ решает такие задачи, как совершенствование выпускаемой продукции, разработка новой, разработка патентных стратегий в обход патентов и создание патентных зонтиков, постановка и решение организационно-управленческих задач, а также повышение творческого потенциала управленцев и разработчиков новой техники. В Советском Союзе ТРИЗ широко использовалась на промышленных предприятиях, в частности в оборонно-промышленном комплексе. Сегодня ее используют такие крупные компании, как Евраз, Росатом, Сибур, Русал, Сбер, Boeing, General Electric, Procter & Gamble, Samsung и многие-многие другие. Правительство Китая утвердило национальную политику, направленную на продвижение инновационных методов, где ТРИЗ определили как инновационную методологию. И все благодаря ее эффективности.
Компания Samsung, начав использовать TRIZ, увеличила свой доход в 7 раз, а персонал в 5. Для примера, Sony, не использующая TRIZ, за тот же самый период увеличила свой доход всего лишь на 16%, а персонал и вовсе сократила на 27%. Компания Samsung утверждает, что только внедрение одного решения, найденного мастером TRIZ, принесло компании более 90 миллионов долларов. Арсенал TRIZ широк и многообразен, однако есть один очень простой и весьма эффективный метод, который я использую чаще других. Он называется метод 5 шагов. И алгоритм его следующий. Шаг 1. Описываем и, что важно, визуализируем нашу проблему. Это необходимо для того, чтобы присутствующие эксперты могли взглянуть на проблему со стороны. Порой несложные задачи находят свое решение уже на этом этапе. Шаг 2. Выписываем все проблемы, что препятствуют получению желаемого результата. Проблем должно быть не менее 10. Все, что имеет отношение как внутренней среды, так и внешней. Затем полученные проблемы выстраиваются в дерево и находится та, что включает в себя наибольшее количество проблем. Разумеется, для нашей деятельности мы берем только ту проблему, на которую можем повлиять. К примеру, если речь идет о времени года, и в декабре на территории России нам нужно получить, скажем, лето, то вряд ли у нас удастся это сделать вообще в принципе. Шаг 3. В TRIZ его называют методом РЦА+, что означает углубленное изучение основной проблемы с поиском противоречия. Поясню. Определившись с основной проблемой, мы задаем вопрос: а почему это происходит? И получаем ответ. Вариантов здесь может быть несколько. Мы записываем их все в дерево, строящееся вниз от основной проблемы. Затем по каждой причине мы задаем другой вопрос. Есть ли плюс от этой причины? Минус нам известен, это основная проблема. А вот есть ли профит от всего происходящего? Например, проблема низкие продажи, причина маленький отдел продаж. Положительный эффект имеет, значит, невысокие издержки. Да? То есть было бы больше, были бы больше издержки. Вот если вдруг положительного эффекта нет, мы задаем повторно вопрос, но уже адресованный к последней помехе. Почему это происходит? Нам необходимо найти противоречие, когда помимо отрицательного эффекта будет и положительный, да, как в случае с отделом продаж. Вот как только противоречие будет найдено, мы сможем перейти к следующему шагу. Шаг 4. Формулируем ИКР, идеальный конечный результат. Он должен содержать решение проблемы с сохранением плюса. Например, отдел продаж достаточно большой, чтобы увеличить продажи, но достаточно маленький, чтобы сохранить экономию на персонале. Задав вектор мышления, мы можем переходить уже к следующему шагу. Шаг 5. В TRIZ на основе 1000 изобретательских патентов, как я уже сказал выше, были выработаны 40 алгоритмов, которые позволяют нам выработать 40 и более решений по абсолютно любой задаче. Проще говоря, это конструктор мыслительного процесса, который очень и очень хорошо помогает при инертности нашего мышления. Однако на практике, после правильно сформулированного ИКР, в голове экспертов, как правило, сразу же рождается с десяток вариантов устранения помехи. На этом этапе нам очень важно записать их все, чтобы после просчитать и выбрать наиболее эффективный для нас. Отмечу, зачастую решение проблем с использованием TRIZ оказывается столь просто, что порой в это даже не верится. Так было и с решением проблемы в том самом аэропорту, о котором я упомянул в начале. Для решения той проблемы потребовалось просто урегулировать доставку пассажиров. Если раньше автобус доставлял
их по самому короткому маршруту, что было достаточно быстро, то теперь он ехал так долго, что пассажиры первого рейса успевали спокойно забрать свой багаж и покинуть терминал. Данное решение для руководства аэропорта стоило 0 рублей 0 копеек. Вспоминай эту задачку, когда будешь сталкиваться с поиском очередного сложного в кавычках решения. Используя метод 5 шагов, изучай другие инструменты ТРИС. Действуй и никогда не сдавайся.